Поздним октябрьским вечером лесник Ричард Петрович услышал странный звук со стороны старого болота. Это был не рев и не рычание, это был плач. Протяжный, отчаянный, будто кто-то звал на помощь из самой глубины тайги. Ричард прожил в лесу больше 60 лет и хорошо знал, такие звуки не бывают просто так. Они означают боль и смерть. Болото, откуда доносился плач, считалось опасным. Даже летом туда почти не ходили. А сейчас, когда все подмерзло и земля стала скользкой, путь туда был особенно рискованным. Но уйти он не смог. Взяв ружье, он осторожно пошел к болоту. На краю трясины Ричард замер. В ледяной жиже, по грудь увязнув в грязи, лежал молодой амурский тигр. Огромный, сильный зверь теперь был беспомощным. Его шерсть промокла, усы покрылись инеем, а из пасти вырывались слабые стоны. Он умирал. Когда-то давно тигр убил жену Ричарда. С тех пор лесник ненавидел этих хищников. Он уважал их силу, но в душе не осталось ни капли жалости. И все же сейчас перед ним был не убийца. Перед ним было живое существо, попавшее в ловушку. Тигр поднял голову и посмотрел на человека. В его глазах не было злости, только страх и мольба. И что-то внутри старого лесника сломалось. «Ладно», — тихо сказал он, — «попробуем». Он побежал к своей заимке за инструментами, досками, тросом, лебедкой. Но возле дома он заметил чужие следы и запах табака. Он был не один. Из-за угла вышел высокий мужчина с холодными глазами. Его звали Рёйк. Рядом стоял молодой напарник, Томми. Это были браконьеры. «Мы этого тигра неделю гоняли», — усмехнулся Рёйк. «А ты решил стать героем?» Они потребовали, чтобы Ричард помог вытащить зверя. Потом собирались его продать. Лесник понял, живым его не отпустят. Он предложил им зайти в дом погреться. А когда Рёйк отвлекся, Ричард плеснул на пол кипяток, создав облако пара, выскочил наружу и убежал в лес. Началась погоня. Он вел их нарочно, туда, где проходил медвежий путь. Вскоре браконьеры наткнулись на шатуна, голодного медведя. Томми в панике выстрелил, только разозлив зверя. Медведь набросился на него и убил. Рёйк выжил, но был тяжело ранен. А Ричард тем временем вернулся к болоту. Уже стемнело. Пошел мокрый снег. Тигр был почти без сознания. Он лежал, дрожа от холода. Инструментов не было. Оставалось только одно — рискнуть. Ричард нашел сухое бревно, уложил его в трясину, как мост, и шагнул по нему к тигру. Болото засасывало ноги, бревно скрипело, но он шел. Зверь слабо зарычал, защищаясь. «Тише, я помочь хочу», — прошептал лесник. Он снял куртку, разорвал рукав и сделал из него петлю. Осторожно накинул ее на плечи тигра и начал тянуть, используя бревно как опору. Сантиметр за сантиметром. В этот момент из леса вышел Рёйк, весь в крови, с карабином в руках. Он навел оружие на Ричарда. «Спасибо, дед. Теперь все мое». Ричард видел ствол, направленный ему в грудь. Он понимал, сейчас выстрелят. Но он не отпустил ткань. Собрав последние силы, он рванул. Тигр с тяжелым всплеском вывалился на берег. В ту же секунду Рёйк шагнул вперед и наступил на лапу зверя. Тигр, казавшийся мертвым, вдруг ожил. Последним рывком он ударил лапой. Когти попали прямо в горло браконьера. Рёйк упал, не успев выстрелить. Наступила тишина. На земле лежали человек и тигр, оба едва живые. Ричард опустился на колени. Через несколько минут тигр начал подниматься. С трудом шатаясь, он встал, посмотрел на лесника долгим взглядом, без злобы, без благодарности, просто усталым, и медленно ушел в чащу. Прошел месяц. Ричарду пришло сообщение от ученых. Тот самый тигр выжил, занял большую территорию и стал хозяином этих мест. Однажды лесник увидел его следы на снегу, большие, уверенные. Они проходили мимо заимки и уходили вглубь тайги. Ричард снял шапку и долго смотрел им вслед. Он понял, он сделал правильный выбор. Иногда, спасая другого, человек спасает и самого себя.